bright our lives, and all of us in our hearts. There's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use. Доброе утро, вот мы в Эдинбурге. Сегодня первый день. Утречком идем через парк, идем в центр смотреть все наши достопримечательности. Погодка нас очень радует, такое утреннее солнышко приятное. Тут ночью, видно, был морозик, трава такая слегка замороженная. Холодно. Первое впечатление о Эдинбурге. Он такой поменьше город. Поприятнее атмосфера здесь, не такие широкие улицы, не столько много всяких огромных зданий. Если сравнивать его с Глазго, Глазго намного больше, и Глазго такой как современный мегаполис, а Эдинбург, он такой старинный, таинственный, красивый. Находимся возле дворца Холлирут-Хаус. Холлирут-Хаус – это официальная резиденция Ее Величества Королевы. Здесь по сей день проводятся государственные приемы. Дворец также тесно связан с историей Шотландии. Холлирут-Хаус известен в первую очередь тем, что здесь жила шотландская королева Мария. Это было бурное правление. Там были и заговоры, и убийства. Когда я искала места для посещения в Эдинбурге, я нашла Холлирут-парк. Я думала, ну парк и парк, а тут посмотрите, какая огромная гора. А я еще неподобающе оделась, одела туфельки, ну и куда? Royal Observatory, which is in the center of town. We have also an old observatory, which is behind this building. And then this obelisk here, this is actually a graveyard. This is called the Old Calton Cemetery, and that has a full-size statue of Abraham Lincoln. Просто пока гуляли, смотрели вокруг, один мужчина шел мимо, подошел к нам, спросил, не потерялись ли мы. Ну, это он так пытался пошутить просто, то, что мы смотрим вокруг, мы же туристы. Он просто подошел, начал с нами разговаривать, спросил, откуда мы, рассказал, что он знает каких-то людей из России, был в Латвии, в Риге, посоветовал нам пару мест, куда сходить, рассказал немного истории, так классно, такой дружелюбный, просто мимо прохожий человек. Прикольненько. Ощущение как гид, рассказал даже про Да. года, рассказал предысторию. Классно. I am a magician. Hello, James the magician. We love you. Oh, thanks, guys. Gee. Эдинбург – величественная и древняя столица Шотландии. По численности населения это второй город Шотландии после Глазго. По популярности среди туристов он уступает только столице Великобритании Лондону. Эдинбург – один из самых красивых и одновременно колоритных мест всего Соединенного Королевства. Эдинбургский замок – одна из самых популярных достопримечательностей Шотландии. Со стороны кажется, как будто замок парит над городом.
Замок создавался как крепость. Он находится на скале, на вершине знаменитой Королевской мили. Каждый день с крепостных стен замка палит пушка, акционный выстрел в час дня. Здесь проходят торжества на Новый год, а еще в замке проходили съемки саги о волшебнике Гарри Поттере. Того стоит. Королевская миля – это сразу 4 улицы, которые тянутся на 1800 метров, то есть на одну шотландскую милю. Начинается она у Эдинбургского замка и ведет к Холливудскому мосту. Гуляя по Королевской миле, можно насладиться старыми зданиями. И также там есть старинный район Мэри Кингс, где живет много привидений. Дело в том, что примерно 300 лет назад в городе была эпидемия чумы. Чтобы не распространять ее, власти решили заложить вход в район кирпичами. Сотни людей погибли, не дождавшись помощи. Мы зашли в кафе, в котором Джоан Роулинг начала писать свою серию о саге Гарри Поттере. Здесь очень мило, уютненько, народу очень много, видно, это место очень популярное. Так что сейчас закажем кофеек. Маленькая пауза для нас. Простите, что я снимаю туалет, но здесь все исписано. Было очень вкусненько. Томатный супчик просто зачет. Красивый, однако, центр здесь. Королевская миля, все здания. Королевская миля, все прошли ее, везде погуляли, зашли в кафе, где писали Гарри Поттера. Классная атмосфера, не похожий этот город на другие города, как по мне. Все очень исторически здесь, красивая атмосфера, много людей. Как тебе? Да, Да. нормально. Королевская яхта Британия. Сейчас мы находимся возле нее. Она действительно большая. Когда-то очень давно являлась самой большой яхтой в мире. Сейчас она, по-моему, 15-я в списке самых больших яхт в мире. Королева совершала визиты в другие страны именно на этой яхте по океану. И молодожены королевской семьи отправлялись в свой медовый месяц именно на этой яхте. Романтично. Дай бушку. Доброе утро всем. Вот подошло наше время путешествия по Эдинбургу к концу. Сейчас утречко. Дальше мы выезжаем уже в Англию. Там у нас запланировано еще одно место для посещения, но это уже потом. Классно. Очень все понравилось. Еще раз спасибо. Также спасибо вам, друзья, что досмотрели до этого момента и что смотрите нас и поддерживаете. Нам очень приятно и важна ваша поддержка, так как это наше любимое дело, это наше дитя. Мы очень полюбили путешествовать, снимать видео, монтировать их. Это наше хобби. И, конечно же, очень хорошо и приятно совмещать полезное с приятным. Поэтому, если вам не трудно, пожалуйста, поделитесь этим видео, поставьте лайки, напишите комментарии. Нам каждая маленькая деталь, даже маленький лайк, малюсенький, если вы поставите, это будет очень приятно. Спасибо вам большое. Было очень все здорово и красиво. Движемся дальше. Всем пока.
too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, stumbling under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fatherland. Love never hard to leave, I've been a troublemaker. Спасибо вам большое. Увидимся позже. Оставайтесь с нами. Еще впереди масса всего интересного. Спасибо. Всем пока.